Всем привет! Сегодня я расскажу, как собирать кубик Рубика 2 на 2. Кубик Рубика 2 на 2 несложная головоломка. Собирается всего при помощи двух несложных алгоритмов. Кубик Рубика 2 на 2 имеет 8 элементов и все элементы угловые. Каждый элемент имеет по 3 наклейки, то есть по 3 цвета. Сборку кубика Рубика 2 на 2 мы делим на 3 этапа. Первым этапом мы соберем первый слой, белый. Так, чтобы у нас вот тут все было белое. И при этом, чтобы вот тут по бокам вот также цвета совпадали. То есть вот тут, например, 2 зеленых, 2 оранжевых, 2 синих, 2 красных. Чтобы вот тут все тоже полностью было собрано. То есть соберем полкубика. Дальше мы вот эти вот 4 вот элемента развернем желтым вверх. А затем уже расставим эти элементы по местам, так чтобы вот здесь тоже все у нас совпало. Как я уже сказал, все это совсем не сложно, гораздо проще, чем кажется. И при помощи методики, которую я покажу в этом видео, немного потренировавшись, вы спокойно сможете собирать данную головоломку где-то за минуту. Вот я перемешал головоломку, и давайте начнем сборку. Для начала нужно найти бело-синий-красный угол. То есть вот этот вот. Белый, синий, красный. Находим этот угол. Теперь располагаем белым вниз, вот так вот. И смотрим. Вот у нас тут белый, вот тут красный. Рядом должен стоять угол, на котором также будет белый и красный. Такой угол один, и мы его ищем. То есть ищем второй угол, на котором будет белый и красный. Смотрим. Вот этот вот. Бело-красно-зеленый. То есть вот белый, красный. И здесь белый, красный. Теперь нам этот угол нужно поставить вот тут вот. Мы его просто подводим несложным движением, так чтобы он стоял здесь. И теперь вот этот вот угол нам нужно опустить вот сюда. Для того, чтобы его сюда опустить, мы будем применять несложный алгоритм под названием пиф-паф. Значит, правая грань от себя, верхняя грань по часовой стрелке, правая грань на себя, верхняя грань против часовой стрелки. Вот так вот делается пиф-паф. И сейчас мы будем делать пиф-паф до тех пор, пока вот этот вот угол не станет сюда правильно. Как видите, после одного пиф-пафа он сюда уже опустился, но сейчас по цветам с этим не совпадает. Могло быть так, что он уже бы совпал, может быть так, что он еще сначала не совпадает. Теперь мы держим кубик вот так и делаем пиф-пафы до тех пор, пока угол не станет сюда правильно. Правая грань от себя, верхняя по часовой, правая на себя, верхняя против часовой. Это мы уже 2 раза сделали. Правая от себя, верхняя по часовой, правая на себя и верхняя против часовой. Вот мы сделали 3 пиф-пафа, и уголок у нас стал правильно и совпал с первым. Бывает так, что нужно сделать 1 пиф-паф, бывает так, что 3, бывает так, что и 5 пиф-пафов нужно сделать, в зависимости от того, как повернут уголок. Делать это до тех пор, пока правильно не встанет. Теперь мы вот так вот кубик перехватываем. То есть вот уголок, который мы только что поставили, у нас оказывается слева. И теперь нам нужно поставить сюда следующий уголок. Вот смотрим. Здесь зеленый, здесь белый. Значит, нам сюда нужен уголок, на котором будет зеленый и белый. И мы такой уголок ищем. Вот у нас вот тут вот этот уголок стоит. И мы его подводим вот в эту позицию. То есть спереди, справа, сверху. Ну вот так. И теперь также точно мы должны его сюда опустить при помощи пиф-пафов. Сделаем столько пиф-пафов, сколько нужно, чтобы уголок стал правильно. Правая грань от себя, верхняя по часовой стрелке, правая на себя, верхняя против часовой стрелки. Правая от себя,
верхняя по часовой стрелке, правая на себя, верхняя против часовой стрелки. Правая от себя, верхняя по часовой стрелке, правая на себя, верхняя против часовой стрелки. Как видите, уголок все еще не встал правильно, поэтому продолжаем делать. Правая от себя, верхняя по часовой стрелке, правая на себя, верхняя против часовой стрелки. Правая от себя, верхняя по часовой стрелке, правая на себя, верхняя против часовой стрелки. И вот у нас уголок становится. То есть рано или поздно он вот так правильно встанет. Вот у нас уже 3 уголка стоит. То есть вот мы так кубик держали, теперь вот так вот перехватываем. И уголок, который мы только что поставили, у нас оказывается снова слева. Теперь нам нужно найти последний уголок. Выходит у нас тут оранжевый, тут белый. Нам нужен уголок с белым и оранжевым. Вот он, вот тут вот. Вот белый и оранжевый. И этот уголок уже сам встал в нужную позицию. Вот тут вот справа, сверху. Теперь при помощи пиф-пафов его сюда устанавливаем. Правая грань от себя, верхняя по часовой стрелке, правая грань на себя, верхняя против часовой стрелки. Вот как видите, после одного пиф-пафа уголок уже встал. И вот таким вот образом мы собирали первый слой, так чтобы вот здесь тоже по бокам все было правильно. Теперь давайте рассмотрим еще вот такую ситуацию. Вот мы, например, нашли бело-красно-синий уголок, поставили его вот тут, слева снизу. И теперь мы ищем уголок также с белым, так как тут белый, и с красным. То есть вот бело-красный нам нужен тоже с белым и красным. И мы его ищем. Вот, сверху мы его ищем, а его сверху нету. Посмотрим, где он есть. Он есть вот тут вот. Ну, в таком случае мы можем его поднять наверх каким-то таким движением и уже сверху его подвести вот сюда. Теперь можем поставить при помощи пиф-пафов. Делаем, пока он не встанет. Вот так вот. И вот уголок встал. Дальше перехватим кубик и смотрим. Этот уголок, который поставили, оказался слева. Вот белый, вот зеленый. Нам нужно с белым и зеленым. Ну, посмотрим. Этот уголок стоит уже сверху. Он мог стоять, например, вот здесь. То есть так, чтобы его сверху не было. И тогда мы смотрим. Например, вот он здесь. Мы его можем поднять наверх и подвести вот в эту позицию. И теперь отсюда переставить сюда вниз при помощи пиф-пафа. Вот так вот. И последний уголок уже в данном случае стал сам. Вот так вот это все собирается, чисто при помощи пиф-пафов. Теперь, когда у нас первый слой собран, следующим этапом нам нужно развернуть вот эти вот 4 угла, так, чтобы сверху вот эти вот наклейки 4 были желтые. То есть повернуть желтым вверх. Сейчас мы видим, что, например, вот эта желтая наклейка смотрит в бок. Вот это тоже в бок. Вот видим, что желтый смотрит в бок. Нам нужно повернуть все желтые наклейки вверх. Выходит, что мы для этого будем делать? Сейчас нам надо перевернуть кубик. Вот так вот. То есть мы берем сейчас белой стороной вверх. Вот таким образом. Теперь мы будем применять тоже уже знакомый нам пиф-паф. Выходит, что мы делаем? Ну, пока берем просто кубик и смотрим. Ну, в данном случае у нас все углы повернуты неправильно. То есть может быть так, что какие-то желтые наклейки уже смотрят сюда, а какие-то еще нет. В данном случае все желтые повернуты в бок.
И теперь мы берем угол, ну вот, например, вот этот, который мы хотим развернуть. То есть, который мы хотим повернуть желтым сюда. Неправильно повернутый. Берем его, берем справа, снизу. И теперь делаем те же пиф-пафы, пока вот этот вот угол не повернется желтым вниз. Опять-таки, бывает так, что нужно сделать разное количество пиф-пафов в зависимости от того, как уголок повернут. Просто делайте, пока он правильно не повернется. Значит так, вот взяли и делаем. Раз. Два. Видим, что уголок все еще неправильно повернут. Делаем дальше. 3. И 4 пиф-пафа мы сделали. Вот уголок вот этот повернулся желтым сюда. Но сейчас это желтым вниз. Но мы видим, что у нас белая сторона разрушилась. Ничего страшного, сейчас она соберется обратно. Сейчас главное вот так вот никак не перехватывать кубик, то есть держим как держали. И движением вот этой вот грани нижней мы подворачиваем вот сюда следующий неправильно повернутый угол. То есть вот так вот. Вот у нас вот этот угол неправильно повернут. Мы его подворачиваем вот это вот место, то есть снизу, спереди, справа, вот тут. И продолжаем делать пиф-пафы, пока теперь вот этот уголок не повернется. Вот 2 пиф-пафа сделал, уголок все еще неправильно повернут, значит продолжаю делать. Вот уголок повернулся правильно, желтым вниз. Теперь я движением нижней грани подворачиваю вот в эту вот позицию следующий неправильно повернутый уголок и делаю пиф-пафы, пока он желтым вниз не повернется. Вот этот уголок через 2 пиф-пафа повернулся желтым вниз. Теперь подворачиваю последний уголок вот в эту позицию и делаю пиф-пафы, пока он не развернется также желтым вниз. Вот он повернулся желтым вниз. И мы видим, что когда мы развернули все уголки, у нас белая сторона собралась обратно. То есть она временно разрушается, не обращайте на это внимания, главное не перехватывайте кубик, когда она разрушена. Просто движением нижней стороны мы подворачиваем следующий неправильный угол и продолжаем делать пиф-пафы. И выходит, что когда мы все уголки развернем вот так вот, то у нас вот это все обратно соберется. Теперь, что мы получили? Можем повернуть желтым вверх, и мы видим, что у нас вот тут все 4 наклейки желтые. И последнее, что нам осталось сделать, это расставить вот эти вот уголки по своим местам, так, чтобы вот эти вот наклейки у нас тоже были правильно. То есть, чтобы тут тоже все совпадало. При расстановке вот этих вот уголков может быть всего 2 ситуации. Одна из 2 ситуаций это когда у нас есть уже так называемый блок. Давайте посмотрим. Блок это когда у нас есть вот так вот 2 желтых уголка, которые сбоку по цвету также совпадают. То есть вот желтый-синий, желтый-синий. Вот здесь у нас так называемый блок. То есть вот 2 синих совпадают. Если мы посмотрим на других сторонах, то тут, например, у нас красный, тут зеленый, никакого блока нету. И так далее. Тут у нас тоже не совпадает. Ну вот есть у нас один такой вот блок. Если у нас он есть вообще, то мы можем уже его сразу подвернуть вот этому синему, например. То есть тут синий и тут синий. Вот у нас уже тут синяя сторона собирается. Вот. И теперь мы видим, что у нас еще вот тут что-то не собрано. И получается, что вот этот и вот этот уголки нужно поменять местами. То есть вот этот встанет сюда, а этот сюда.
То есть вот этот вот блок мы располагаем слева. Вот эти два уголка, которые будем менять справа. Ну и желтым, конечно, вверх. И теперь, чтобы их поменять, нам придется применить еще один алгоритм. Второй. Это будет уже немного посложнее пиф-пафа. Ну, значит, делаем. Правая грань от себя. Теперь двойное движение верхней гранью. Вот так вот. Раз, два. Правая грань на себя. Верхняя грань против часовой стрелки. Правая грань от себя. Теперь снова двойное движение верхней гранью. Раз, два. Теперь левая грань от себя. Верхняя по часовой стрелке. Правая на себя. Верхняя против часовой стрелки. И левая на себя. И при помощи вот этого алгоритма вот эти два уголка поменяли, и у нас кубик собрался. Также вам могла выпасть вторая ситуация, в которой блока нету. То есть где бы мы сейчас сбоку не посмотрели, у нас нигде блока никакого нету. Вот эти вот наклейки две, вот эти, они все на всех сторонах разных цветов. Нигде никакого блока. В таком случае мы берем кубик как угодно, ну я имею в виду желтым, конечно, вверх, но вот в такой ориентации мы можем взять так, неважно. Просто желтым вверх берем и делаем тот же знакомый алгоритм. Правая грань от себя, двойное движение верхней гранью, раз, два. Правая грань на себя, верхняя грань против часовой стрелки. Правая грань от себя, двойное движение верхней гранью, вот так. Теперь левая грань от себя, верхняя по часовой стрелке, правая грань на себя, верхняя против часовой стрелки и левая грань на себя. Когда мы сделали такую формулу, у нас появился блок. Сейчас он уже, вот оранжевый блок, он уже совпал с оранжевым. То есть это могло выглядеть, например, вот так вот. Но в любом случае мы видим уже блок. Вот, два желтых, тут два оранжевых. Вот это уже блок. Этот блок, в данном случае оранжевый, мы можем уже сопоставить с оранжевым. Так, чтобы тут целая сторона у нас уже собралась. И выходит, теперь мы привели к первой ситуации. Вот мы этот блок располагаем слева. Вот эти вот два уголка мы поменяем местами. То есть вот это вот ставим справа. Блок слева опять-таки. Берем желтым вверх, конечно же. И делаем ту же формулу, тот же алгоритм. Правая грань от себя. Двойное движение верхней гранью. Правая грань на себя. Верхняя грань против часовой стрелки. Правая грань от себя. Двойное движение верхней гранью. Левая грань от себя. Верхняя грань по часовой стрелке. Правая грань на себя. Верхняя грань против часовой стрелки. И левая грань на себя. Вот так вот мы решили эту ситуацию. Вот и все. Вот так вот собирается кубик Рубика 2 на 2. Больше никаких других ситуаций здесь быть не может. Теперь давайте, когда мы уже знаем, как все это собирается, покажу еще один пример сборки. То есть уже все зная, мы соберем, давайте теперь все сначала до конца полностью. Вот я как-то перемешал кубик. И мы помним, что для начала нам нужно найти бело-красно-синий угол. Вот он у нас тут. Бело-красно-синий. То есть мы его сейчас ставим слева снизу, так, чтобы он белым смотрел
вниз. Теперь мы видим, тут у нас красно-белый, и нам нужно второй угол с красно-белым. Мы его ищем. Мы видим, что его сверху нету. Ищем дальше. Он у нас вот тут вот. Мы его можем вот таким движением поднять наверх. Вот он. И теперь подвести вот в эту позицию справа сверху. Теперь при помощи пиф-пафов опустим его вот сюда. Делаем столько пиф-пафов, сколько нужно будет. Вот уголок встал и совпал с первым. Теперь вот так вот перехватываем кубик. Получается, уголок, который мы сейчас поставили, находится слева снизу. Теперь мы видим зеленый, белый. Нам нужен второй уголок, на котором будет зеленый и белый. Мы такой ищем. Вот он такой есть, зеленый и белый. Мы его подводим вот сюда. И теперь опустим вниз при помощи пиф-пафов. Вот он уже встал. Вот тут все совпало. Дальше вот так вот перехватываем. И дальше смотрим. Вот оранжевый и белый. Нам нужен уголок с белым и оранжевым. Вот он у нас вот тут. Вот белый и оранжевый. Мы подводим этот уголок вот в эту позицию. И теперь опускаем вниз при помощи пиф-пафов. Вот так вот уголок встал. Вот у нас все на первом слое собрано. То есть первый слой мы собрали. Теперь мы помним, что нужно кубик перехватить вот так вверх ногами. То есть берем белым вверх. Вот так. И теперь нам нужно развернуть желтые уголки. Мы видим, что сейчас у нас две желтые наклейки уже смотрят желтым вниз. И выходит, что мы будем разворачивать уголок, который стоит справа снизу. И сейчас вот такая ситуация как раз интересная, что у нас справа снизу стоит уголок, который уже повернут желтым вниз. Ну, соответственно, его разворачивать уже не нужно, то есть он уже правильно повернут. Тогда мы сразу подворачиваем следующий. Вот этот вот уголок повернут неправильно. Делаем пиф-пафы до тех пор, пока он желтым вниз не повернется. Вот этот уголок повернулся желтым вниз. Подворачиваем следующий. Мы опять-таки видим, что следующий уже сам повернут желтым вниз. То есть он так был уже. Соответственно, разворачивать его уже не надо. Значит, подворачиваем просто следующий. С этим ничего не делаем. А вот следующий развернуть нужно. Ставим, значит, тут и продолжаем делать пиф-пафы. Вот у нас все развернулось желтым сюда, на одну сторону. Можем теперь взять желтым вверх. Нижняя сторона белая обратно собралась. Все нормально. Теперь смотрим, что у нас тут получилось. Вот сразу бросается в глаза вот этот вот блок. То есть тут желто-красный и тут желто-красный. Вот у нас такой красный блок получился. Мы сразу можем этот красный блок подставить к красному. У нас таким образом красная сторона полностью уже собралась. Но мы видим, что вот эти два уголка нужно поменять. Ставим вот этот вот красный блок слева. Вот эти уголки вот тут справа будем менять. Ну и желтым вверх. И делаем тот уже знакомый алгоритм. Правая грань от себя. Двойное движение верхней гранью. Правая грань на себя. Верхняя грань против часовой стрелки. Правая грань от себя. Снова двойное движение верхней гранью. Теперь левая грань от себя. Верхняя по часовой стрелке.
правая грань на себя, верхняя против часовой стрелки и левая грань на себя. Вот мы кубик собрали. То есть вот так полностью ломка собирается. Всего в 3 этапа. Ну а если у вас остались вопросы, то пишите в комментарии. Вот, собственно, на этом на сегодня все. В будущем вы сможете при желании перейти на более скоростные методы, такие как Фридрих, при помощи которых сможете собирать ломку секунд за 7 вообще. Но данным методом для начинающих, который я показал сегодня, я думаю, за минуту вы сможете собирать. Надеюсь, было это видео полезно вам. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.